После 2022 года путинская система прошла точку невозврата. Режим окончательно трансформировался в персоналистскую диктатуру с элементами позднего тоталитаризма. Все внешние атрибуты государственности – парламент, суды, выборы, СМИ – сохранены как декорации. Они больше не способны выполнять своих прямых задач, а лишь помогают принимать решениям диктатора псевдозаконную форму. Институт президентства давно перестал быть институтом в политическом смысле. Его заменила фигура диктатора, вокруг которой выстроена пирамида подчинения и страха. Ключевым инструментом удержания власти стал репрессивный аппарат. Задачей правоохранительных органов стало не обеспечение правопорядка, а поддержание атмосферы постоянного страха. Сотни уголовных дел за посты, комментарии и разговоры. Пытки, фабрикация дел, насилие – все это стало повседневной нормой. Параллельно была установлена система цифровой изоляции и цензуры. Независимые СМИ уничтожены. VPN вне закона. Все крупные соцсети под тотальным контролем или блокировкой. Пропаганда перестала быть просто ложью. Она стала формой создания новой реальности, в которой нет фактов, только нарративы. Наконец, Россия окончательно перешла в режим перманентной мобилизации. Война стала формой внутренней жизни. Лозунг «Все для фронта» стал оправданием бедности, репрессий, цензуры, запретов. Война перестала быть событием. Она стала условием существования государства. После провала Блицкрига против Украины и неспособности достичь хоть какого-то приемлемого результата в затяжной войне, путинский режим оказался в состоянии стратегического тупика. Поэтому было выбрано третье состояние – вечная война. Парадокс в том, что такая война вполне себе устраивает Кремль. Ее не надо выигрывать. Достаточно просто не проиграть. Это состояние вечной мобилизации решает сразу несколько задач. Оно позволяет не проводить реформы и подавлять недовольство. Оно превращает любые проблемы от нищеты до репрессий в следствие действий врагов России. Оно оправдывает диктатуру как необходимость в условиях постоянной угрозы. И, наконец, оно стирает грань между миром и войной, создавая новую реальность, в которой общество должно просто выживать и не задавать вопросов. Такой режим становится полностью замкнутым. Он не ориентирован на развитие, он не ищет выхода, он воспроизводит себя за счет страха, контроля и бессмысленного насилия. На фоне войны и установления персоналистской диктатуры, несмотря на свой возраст, Владимир Путин продолжает демонстрировать активность и высокую работоспособность. Путин готов править еще долго. Но именно поэтому он и задумывается, кому он может доверить страну, если не станет его самого. В такой ситуации вопрос транзита не рассматривается Путиным как вынужденная необходимость и экстренная мера. Он возникает лишь потому, что диктатор понимает, что даже в условиях стабильности нужно заранее побеспокоиться о гарантиях личной безопасности для себя и своей семьи, а также о сохранении влияния и исторического наследия. При этом сам транзит воспринимается им как управляемый процесс, который должен быть полностью под его контролем. В этом вся логика правления Путина. Он не доверяет системе и привык все держать под тотальным контролем. В путинской системе вопрос транзита власти никогда не воспринимался как политическая задача, которую можно решить с помощью формальных процедур. Причина в том, что российская диктатура – это персоналистская система, полностью завязанная на одного человека. Никаких автономных центров силы в ней не существует. И любые попытки создать альтернативу, даже внутри самого режима, неизбежно подавляются. Путин не просто контролирует ситуацию, он не допускает даже самой мысли, что кто-то рядом может быть сильным и самостоятельным. В его политическом сознании нет категории преемник. Есть категория подозреваемый. Причем Путин не просто не доверяет, он исходит из презумпции предательства. Любая самостоятельная фигура рядом с ним рассматривается как угроза. Именно поэтому в путинской системе не может быть преемников. Могут быть только технические исполнители, заранее кастрированные политически. Это видно на многочисленных примерах российской политической истории последних лет. Самый яркий случай – Дмитрий Медведев. В 2008 году формально Путин передал ему пост президента, но не власть. Медведев был этаким петрушкой, куклой, которой управляет кукловод.
Но когда даже эта кукла начала проявлять признаки субъектности, говорить о свободе, что она лучше не свободы, флиртовать с идеей модернизации, демонстрировать политические амбиции, сразу же начался ее демонтаж. Окружение Медведева было зачищено или выдавлено из власти, либо посажено в тюрьмы. Инициативы свернуты, публичная активность ограничена. В 2012 году Путин вернулся в кресло президента, а Медведев оказался политическим инвалидом, лишенным какого-либо влияния, инициативы и команды. Нежелание Путина передавать власть кому-либо из своего окружения – это не просто личная черта. Это политическая установка, выработанная на основании конкретных прецедентов. В недемократических режимах передача власти – это всегда акт максимального риска. Преемник, получивший ресурсы и легитимность, неизбежно становится угрозой для своего патрона. Для Путина наиболее болезненным и личным уроком стала история с Борисом Березовским. Именно Березовский был главным архитектором его восхождения в 1999 году. Именно он продвигал Путина как фигуру компромисса, серого, послушного, лояльного исполнителя. Но уже в первый срок Путин отстранился от патрона, уничтожил его медийное влияние, затем добился его изгнания и полной политической ликвидации. А после этого и вовсе убил его. Судьба Березовского стала для Путина политическим уроком на всю жизнь. Преемник неминуемо станет врагом, получив власть, влияние и поддержку. Неизгладимое впечатление произвел на Путина и казахстанский кейс. Нурсултан Назарбаев выстроил систему, крайне схожую с путинской. Он передал власть неформальному преемнику Касым-Жомарту Токаеву, сохранив за собой контроль через Совет Безопасности и титул Елбасы, а также сеть лояльных силовиков. Казалось, что все под контролем, но уже через 2 года Токаев провел силовой демонтаж клана Назарбаева. Он перехватил управление, зачистил элиты, убрал символику, даже переименовал столицу обратно из Нур-Султана в Астану и тем самым завершил ликвидацию культа Назарбаева. Этот кейс стал еще одним предупреждением для Путина. Даже максимально зависимый технический преемник может стать самостоятельным игроком и полностью устранить своего патрона. Также не менее показательным для Путина стал пример из Китая, случай Си Цзиньпиня. В 2012 году Ху Цзиньтао, придерживавшийся модели коллективного руководства, передал пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину. Ожидалось, что Си продолжит курс предшественника. Однако уже в 2016 году стало ясно – Си концентрирует власть, запускает чистки и устраняет противников. К 2018 году он отменил для себя ограничения по числу сроков нахождения у власти, а в 2022 году прямо на пленуме партии Ху Цзиньтао был фактически насильственно удален из зала, что символизировало полную утрату влияния предшественника. Эти и еще целый ряд примеров подталкивают Путина к выводу: любой преемник – это риск, даже если все выглядит безопасно на первый взгляд. Поэтому Путин решает, транзит нужно максимально оттянуть, а преемника встроить не как замену, а как человека, который будет продолжать и поддерживать культ, но никак не создавать новый.